в работе Совета ООН по правам человека. Однако вынужден обратиться к вам в видеоформате. Причина – возмутительные меры Евросоюза по отказу соблюдать одно из основополагающих прав человека – право на свободу перемещений. Члены Евросоюза выбрали путь односторонних нелегитимных санкций, использовав их для того, чтобы уйти от прямого честного диалога лицом к лицу, которого они, видимо, явно опасаются. Ситуация в мире не становится проще, на глазах деградирует. Основная причина в том, что США и их союзники продолжают агрессивно навязывать остальным участникам межгосударственного общения так называемый миропорядок, основанный на правилах. Чем оборачивается такой порядок для прав человека, хорошо видно на примере Украины. Именно политика коллективного Запада во главе с Вашингтоном привела к тому, что с 2014 года киевский режим воюет с собственным народом. Со всеми, кто не согласен с неонацистскими ценностями Майдана, с преступной политикой украинских властей на системной основе нарушающих базовые права человека и права национальных меньшинств, обязательства, взятые в рамках ООН и ОБСЕ, и даже Конституцию собственной страны. Ультранационалисты и неонацисты, захватившие власть в Киеве в результате поддержанного Западом госпереворота, развязали настоящий террор. Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда участники мирной акции были заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, совершившие это злодеяние, известны поименно. Они позировали перед видеокамерами, но до сих пор не наказаны. Неопровержимым доказательством преступных последствий массированных обстрелов гражданских объектов Донбасса являются обнаруженные там массовые захоронения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что большинство погибших – женщины и старики. Многочисленные факты этих вопиющих нарушений основного права человека, права на жизнь, наши западные коллеги попросту игнорируют. Попытки привлечь внимание Совета по правам человека к творившимся 8 лет бесчинствам наталкивались на их безразличие. Украинский режим все эти годы проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Людям, которые считают себя русскими, хотели бы сохранить свою идентичность, свой язык, свою культуру, прямо дает понять, что на Украине они чужие. Зеленский, назвав их особями, посоветовал убираться в Россию. Он инициировал принятие закона о коренных народах, среди которых не нашлось места для русских, веками живущих на этих землях, вполне в духе законотворчества нацистской Германии. Русский язык изгоняется из школ и университетов, из публичной сферы, просто из повседневного обихода. Нередки ситуации, когда за право говорить на родном языке можно поплатиться не только работой, здоровьем, но и жизнью. Только представьте себе, что Ирландия запретила английский язык, Бельгия – французский, Италия – немецкий. Такое просто невозможно вообразить. А вот фронтальная атака на русский язык на Украине не вызывает у просвещенного Запада отторжения, а кое-кем даже поощряется. Любые признаки инакомыслия влекут за собой самые тяжелые последствия. На регулярную основу поставлен процесс очищения власти от неугодных, нелояльных служащих. Главным подспорьем здесь является принятый Верховной Радой еще один закон о люстрации. Плодятся и другие законодательные акты, позволяющие силовым структурам режима жестко подавлять инакомыслие, преследовать оппозицию. Вводятся запреты на работу телеканалов, других средств массовой информации. Осуществляются репрессии против собственных граждан, включая депутатов парламента. Разве это не нарушение свободы слова, права выражать свое мнение? Бесстыдно насаждается ложь о Второй мировой войне. Местные приспешники Гитлера объявляются героями, а настоящие герои-антифашисты предаются забвению. Сносятся памятники победителям фашизма. Прославляются военные преступники, воевавшие в рядах Третьего рейха. Новым проявлением этого курса стало направление Кабмином Украины в Верховную Раду 23 февраля этого года законопроекта о выходе Украины из соглашения СНГ об увековечении памяти о мужестве и героизме народов в Великой Отечественной войне. На этом фоне верхом кощунства выглядит поведение Зеленского, у которого хватило совести в тот же самый день заявить, что он чтит память своего деда, воевавшего в рядах Красной Армии за освобождение Советского Союза и Европы от фашизма.
Киевский режим вторгся даже в такую чувствительную, интимную сферу, как духовный мир людей. Усиливается дискриминация по религиозному признаку. Прежние власти во главе с Порошенко при поддержке Вашингтона осуществили церковный раскол, создав так называемую православную церковь Украины. Инициированы законы, направленные против канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Захватываются принадлежащие ей храмы, преследуются миллионы ее прихожан и духовенства. Что это, как не нарушение свободы вероисповедания? И все эти массовые системные атаки на права и свободы, последовательное насаждение неонацизма осуществляются при откровенном попустительстве США, Канады, стран Евросоюза, высокомерно объявляющих себя эталоном демократии. Под их бесцеремонным давлением оказались и международные правозащитные механизмы ООН, Совета Европы и ОБСЕ, которые все эти годы не могли найти в себе мужество адекватно отреагировать на вопиющий беспредел на Украине. Закрывать глаза на происходящее Запад начал в феврале 2014 года, когда радикалы осуществили антиконституционный госпереворот, разорвав достигнутое под гарантией Евросоюза соглашение с тогдашним президентом Украины. Пришедшие к власти путчисты провозгласили курс на союз с Западом и тут же начали наступление на русский язык. Вознамерились изгнать все русское из Крыма, направив туда вооруженных боевиков. Не принявшие госпереворот восточные регионы Украины были обвинены в терроризме, хотя они ни на кого не нападали. Напротив, против них выдвинули отряды карателей, их города бомбили с помощью авиации, артиллерии, систем залпового огня. Разрушили гражданские объекты, школы, больницы, убивали мирных жителей. Против Донбасса была введена бесчеловечная экономическая, транспортная, продовольственная блокада. Все это сходило с рук киевскому режиму. Международные структуры в лучшем случае ограничивались стерильными призывами к обеим сторонам. Ясно, что в этих условиях у жителей Крыма и Донбасса просто не было другого выбора. В марте 2014 года подавляющее большинство крымчан высказалось в полном соответствии с международным правом за вхождение полуострова в состав России. Реализация закрепленного в уставе ООН права народов на самоопределение позволила им защитить свое право на жизнь, на свободное пользование родным языком, на свои традиции, свою историю и культуру. Кстати, за это Киев перекрыл Северокрымский канал, главный источник пресной воды для жителей полуострова. И опять все промолчали, забыв про 5 международных конвенций, в которых закреплено право человека на безопасную питьевую воду. Что касается жителей Донбасса, то после согласования в феврале 2015 года Минского комплекса мер, одобренного Советом Безопасности ООН, они надеялись, что их услышат, что справедливость восторжествует, что Киев вступит в диалог со своими гражданами, дончанами и луганчанами и начнет выполнять все другие обязательства в рамках Минских договоренностей, которые Киев, однако, откровенно саботировал при прямой поддержке Запада, продолжая вооруженные провокации на Донбассе. В последнее время преступные действия украинского режима резко активизировались. Как следствие, только с середины февраля более 100 тысяч беженцев из Донбасса нашли приют в России. Нами собрана солидная доказательная база совершенных киевскими властями грубых массовых нарушений прав человека. На веб-сайте постоянного представительства России в Женеве развернута онлайн-выставка документов и фотоматериалов, изобличающих зверства украинских военных и неонацистских добровольческих батальонов. Призываю всех, радеющих за права человека, ознакомиться с этой выставкой, чтобы узнать правду, которую киевский режим, его покровители и, к сожалению, большинство западных средств массовой информации старательно пытаются скрыть. В условиях грубейшего попрания прав русских и русскоязычных граждан Украины, развязанной против них 8-летней войны со всеми признаками геноцида, в условиях упорного отказа Запада призвать украинские власти к порядку и в отсутствии какой-либо реакции со стороны правозащитных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы, Россия не могла оставаться безучастной к судьбе 4-миллионного Донбасса. Президент Путин принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики
и в ответ на обращение лидеров этих республик начать специальную военную операцию по защите их жителей в соответствии с заключенными с этими республиками договорами о дружбе и взаимопомощи. Цель наших действий – спасение людей путем выполнения наших союзнических обязательств, а также демилитаризация и денацификация Украины, чтобы подобное никогда больше не повторялось. Это особенно актуально в свете затягивания страны в НАТО, накачивания ударными вооружениями нынешнего режима, который открыто предъявлял территориальные претензии к Российской Федерации и угрожал применением силы и обретением военного ядерного потенциала. По поводу развернутой кампании о якобы нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, инициаторы которой проявляют полное безразличие и презрение к попранию прав человека, хотел бы привлечь внимание к декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. В этом документе, одобренном консенсусной резолюцией Генеральной Ассамблеи, закреплено, что принцип уважения территориальной целостности применим, я цитирую, к государствам, соблюдающим в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов, и вследствие этого имеющим правительство, представляющее без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории. Конец цитаты. Киевское неонацистское правительство очевидным образом таковым в отношении народов Украины не являлось и не является. США и их союзники, напрямую ответственные за многочисленные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, виновные в преступлениях, жертвами которых стали сотни тысяч простых людей в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, в очередной раз демонстрируют двойные стандарты. Нынешний киевский режим – яркий пример того, что когда ты верноподданный вассал гегемона и с особым рвением участвуешь в обслуживании его политики по сдерживанию России, тебе дозволено все. Ты можешь попирать любые права человека, любые свободы, просто убивать людей, культивировать неонацистские традиции и порядки. В обмен на твою беспрекословную преданность и послушание цивилизованный Запад будет на все это закрывать глаза. Более того, на днях Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения. Для нас жизнь каждого русского или украинца, каждого дончанина или луганчанина не менее ценна, чем жизнь европейца или американца. Как неоднократно подчеркивал президент Путин, мы с неизменным уважением относимся к украинскому народу, его языку и традициям. Не намерены каким-либо образом ущемлять интересы граждан Украины, с которыми нас объединяют не только общая история, цивилизационное, духовное, культурное родство, но и просто кровные семейные узы. Миллионы уроженцев Украины живут сегодня в России. Для нас они свои. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Главное – прекратить попытки незаконно захвативших власть временщиков предавать коренные интересы украинского народа и проводить в угоду Западу курс на превращение своей страны в антироссию в качестве смысла своего существования. Наблюдаемая сегодня в НАТО и Евросоюзе настоящая истерика лишь подтверждает, что именно создание антироссии было и остается целью США и построенных Вашингтоном всех их союзников. Как вы знаете, по просьбе Зеленского начались переговоры представителей России с делегацией Киева. Надеюсь, что украинская сторона осознает серьезность ситуации и свою ответственность, осознает необходимость проявить, прежде всего, самостоятельность, а также договороспособность и избежать повторения истории с Минскими соглашениями. Завершить свое выступление хотел бы напоминанием о том, что права человека – это универсальная константа, которая не может зависеть от корыстных амбиций узкого круга избранных, стремящихся переписать Всеобщую декларацию 1948 года, извратить на свой лад и подменить своими пресловутыми правилами достигнутый тогда консенсус, лежащий в основе всей нашей коллективной работы. Роль Совета ООН по правам человека – обеспечить приверженность нашим общим, а не чьим-то узким ценностям,
продвигать взаимоуважительные дискуссии без какой-либо политизации и двойных стандартов, не допускать использования правозащитной тематики для вмешательства во внутренние дела. Только таким подходом необходимо руководствоваться, добиваясь справедливости в любых вопросах, затрагивающих ключевые интересы людей и их коренные права. Идет ли речь о позорном для Европы института безгражданства, о набирающем силу движении в пользу возрождения нацизма или об одержимости Запада политикой противоправных односторонних санкций, нацеленность которых на простых людей уже никто и не пытается скрывать. Эти незаконные рестрикции уже не ограничиваются финансово-экономическими запретами, они распространяются на культурную, спортивную, туристическую, образовательную, информационную сферы и в целом на все контакты между людьми. Запад явно потерял контроль над собой в стремлении сорвать злость на России, пошел на разрушение всех созданных им же институтов и правил, включая неприкосновенность собственности. Высокомерный, опирающийся на чувство собственного превосходства, исключительности и вседозволенности философии Запада должен быть положен конец. Суверенное равенство государств – ключевой принцип Устава ООН, и он в полной мере распространяется на работу Совета по правам человека. Россия всегда открыта к равноправной, взаимоуважительной дискуссии по любым вопросам, готова к поиску справедливого баланса интересов.